Сразу чувствуется, что похолодало. Смотрите, все с пакетами из базара ведут. Все покупают максимально вкусной и полезной еды. Аппетит у всех одним словом проснулся. Как всегда в районе привоза людей огромнейшее количество. Сегодня 23 октября 2025 года. И всем привет из Одессы, а именно из легендарного одесского привоза. У нас уже с вами сложилась традиция, что периодически мы с вами приезжаем на привоз, делаем базар и смотрим, как его делают другие. Представляете, сегодня в Одессе даже не было тревог. О, смотрите, уже появляются мандарины и хурма. Сейчас дальше посмотрим, какая на них цена. Не было воздушных тревог, поэтому, соответственно, у людей хорошее настроение и хороший аппетит. Вот. Так, встречает нас сливка по 45 гривен. Тыква уже появляется сладкая по 50 гривен за килограмм. Яблочки по 40 гривен. Вот помельче по 35 гривен. Фуджи по 40. Вот яблоко Лиза по 45 и по 35. Ну, а мы с вами пойдем дальше в ряды. Так, гранаты по 100. Гранат по 100 гривен. Говорю, гранаты. Ну, война же. Здравствуйте, а в какую цену клубника? 500 гривен за килограмм. Спасибо. О, я на привозе, а включилась тревога. Да, это не ошибка, на привозе сейчас тревога. И пишут, что разведка идет на Одессу, а если разведка идет на город, то может лететь ракета. Сразу начинается движение, даже не знаю. Все, наверное, потихоньку уходят. Людей очень много, и все, наверное, боятся сейчас здесь находиться. Нет, спасибо. Так, наверное, я тоже пойду куда-то в укрытие. Надо посмотреть, куда эта разведка летит. Видите, вот вроде бы начала видео «Спокойная жизнь», но не получается, чтобы все было нормально. Обязательно что-то должно испортить. Все потому, что мы живем в стране, в которой война. На привозе везде появляется хурма, вот по 80 гривен Шарон. Так, есть вот по 120 гривен, в основном это получше выглядит. И по 100 гривен появляются везде апельсинки по 70 гривен. Вот появляется, пишут, очень сладкий мандарин. А какую цену мандарин? 150 гривен. Уже все появляется сезонное. Гранаты, посмотрите, гранат какой красивый, крупный. 200 гривен за килограмм. Посмотрите, какая серединка есть. Бананы по 55 гривен за килограмм. Виноград, кишмиш без косточек 80 гривен. И рядом Молдова, я тоже так понимаю, что 80 гривен. Осень и рыбный ряд оживает, все больше и больше рыбки появляется на прилавках. Лещ по 80 гривен свежий, вот еще живой карасик по 120 гривен карасики. Филе толстолоба по 160 гривен, филе карпа по 200 гривен. А глося в какую цену у вас? 450, вот свежая глося. Ага, дякую. Очень крупный здесь свежий толстолоб по 90 гривен за килограмм. Так, вот 80 гривен, чуть помельче. Зеркальный карп по 150 гривен за килограмм. А в яку ціну икра карпа? 350 гривен. Икра карпа очень вкусная, с нее получаются биточки. И судак по 200 гривен за килограмм. Свежий, меленький такой, как раз к пиву, по 80 гривен за килограмм. Амур свежий по 100 гривен за килограмм. Очень крупный карп, он просто огромный, камера даже не передает. По 180 гривен за килограмм. Здесь свежая гвоздь по 250 гривен за килограмм. Филе карпа уже в разделанном виде, вам ничего не нужно делать, по 250 гривен за килограмм. Судак свежий 200 гривен мельче и 250 гривен за килограмм уже крупный. Бычочек продается, бычочек вот по 100 гривен чуть больше, чуть меньше, а побольше нет.
Сейчас в море разведка, где-то на окраинах Одессы. Немножко даже страшно. Любой шум сейчас можно испугаться, потому что может что-то бабахнуть. Ой, надоело уже это напряжение, но что поделать, такая у нас реальность. Бурячок по 35 гривен, морковка по 35 гривен, кабачки по 60. Вот смотрите, какие классные помидоры в банку по 35 гривен. Картошка по 25 гривен. Перчик вот такой по 45 гривен. Баклажаны сейчас по 40. Нужно наедаться, пока не еще в нормальную цену, потому что цены очень сильно начали расти на некоторые продукты. Огурцы по 100 гривен, капуста по 50. Брокколи по 75 гривен. Огурцы вот побольше по 120 гривен. А цветная капуста тоже по 40. Это чисто по-одесски. У всех была очередь на тараньке летом, но сейчас все изменилось и очередь начинается здесь. Здравствуйте. А в какой цену такие салатики у вас? Такая капусточка 100 гривен килограммчик, а салатик 150. Ага. Есть яблочная и чесночная, даже и капусточка, обычно квашеная и яблочная. Спасибо. А огурчики в какую цену у вас? Такой 100 и 120. 100 и 120. Спасибо, да. А помидорки, это они сельдей? Фаршированная 150, обычная бочковая 100. 100. А чем они фаршированные? Это Зеленью, чесночком и перчиком. класс, спасибо большое. А вот такие баночки у вас с перчиком, с огурчиками? 200 гривен литровая баночка, огурчики 150. А это грибочки Эти белые, грибочки, да? Да, 300 гривен баночка. 300 гривен. Это белые, да? Нет, это не белые. они белые? Здесь идет микс. Ага, с понятно. маслятами. Ага, понятно. Есть белые? Белые, а белые в какую цену? Белые 500 гривен баночка. 500 гривен баночка. Шикарно Класс. просто идет. Спасибо. Пожалуйста. Так, а вот такие вот морковочка, это как Это идут такие роллы. Морковочка с сырочком. с сырочком. Класс. И такие в какую цену? Они идут 30-100 грамм. Ага, спасибо большое. 30-100 грамм. Так, что? А яблочки еще у вас спрошу? 100 гривен килограмм. 100 гривен килограмм. Ученые. Здесь и аджику можно купить, и персик, и это вино. Это масло. Это масло. Маслечко идет израильная семечка и сырая. А почем? Такая пол-литра 50, а такая литр 160. 80 пол-литра. Ага, спасибо большое. Это все натуральное. Всего вам доброго. До свидания. Так, лук по 35. Пеничка домашняя, картошка по 40. И вот такая лимонка по 30. А почем рачки? 250 гривен, 100 грамм. Вот еще до сих пор можно купить рачки. И смотрите, какие крупные. Так, здесь филе катрана 100 грамм 170 гривен. Стейк осетра 100 грамм 200 гривен. Палтус 100 гривен. 100 грамм 170 гривен. Смотрите, тунец в вот таких рулетах. 100 грамм 150 гривен. Так, и вот такие рулеты. 250 гривен 100 грамм. И вот даже бычок есть. 150 гривен 100 грамм. Смотрите, вот свежие лавровые вот такие веточки. А в какую цену такие веточки? 100 гривен? Ага, спасибо большое. 100 гривен. Я летом сюда приходила, здесь просто было пусто, потому что лето, ну, кому нужна колбаска и сосиски. Сейчас все изменилось, посмотрите, целая очередь. Смотрите, как здесь, как всегда, невероятный ассортимент различных колбас. Вот балык. А в какую цену вот рулетик и 450 за килограмм. А такая домашняя колбаска? 420. Свиная, свиноговяжья. Здесь есть. В какую цену? 350 гривен за килограмм. А ребрышки? 300 гривен килограмм. А сало? 350 гривен за килограмм. Посмотрите, здесь какая колбаска есть еще. Вот такой ассортимент. А такие ориентировочно в какую цену? От и до. Вот такая. 400 гривен, 450. 700, 800, 750. А бастурма красивая у вас. 800 говяжий, конина 850 за килограмм. За килограмм. А вот такие еще сосисочки у вас. 400-450. Есть телятина, есть свиноговяжий, есть индюшка. Класс, большой ассортимент всего есть. Спасибо вам большое, хорошего дня. Яйца на привозе домашние по 75, вот такие по 70, крупнее домашние по 80, такие отборные по 75, вот самые крупные такие красивые по 90.
Лаваш на привозе есть, вот по 45 гривен 2 листа крупные, по 60 гривен 5 листов. Вот есть сырный лаваш и есть кукурузный. Вот редиска даже продается по 45 гривен за килограмм. Здесь уже яблочки подешевле, по 30 гривен. Тоже много за килограмм. Так, зелень, чесночок, сельдерей, перчик, лук, укроп, петрушка и различные салаты. Извините, а в какой цене арбуз? 20 гривен килограмм? 20 гривен килограмм, еще можно покупать. Кукуруза по 20 гривен одна штука, пишут сахарная, ну и видно, что она молоденькая. Так, хурма по 80 гривен, виноград кишмыш по 60 и мускатный вот Италия по 50 гривен. Рачки сырые по 700 гривен за килограмм. Вот мидии свежие по 150 гривен за килограмм. И вот такие вот очень крупные по 200 гривен за килограмм. А вот раки. Вот такие крупные 1600-1500 гривен. Посмотрите, большие, живые. Вот такие 1500 гривен. Пару килограмм 1400. Если чем больше возьмете, тем дешевле может быть. Эти поменьше. Эти 1000. Эти по 1000, и вот самые Эти маленькие по 900 Вот здесь гривен. Вот такие вот по 800 Были еще гривен. мельче позиции, но пока нет их. Хорошо, спасибо вам большое. Хорошо. Ну что вам хочу сказать, цены, конечно, на некоторые овощи очень выросли, потому что уже конец сезона. Ну, конечно, огурцы недавно были по 40, сейчас в некоторых местах самые молодые по 120, конечно, разница в цене огромная. Ну, все понятно. Во-первых, конец сезона, во-вторых, все знают, что у нас война, и у нас все время все дорожает. Рачки по 170 гривен, по 150 гривен и по 140 гривен меньше, но в целом все достаточно крупные и аппетитные. Все по 50 гривен. Красивые. Смотрите, какой ассортимент. Какие хочешь виды. Перра, грушка очень сладкая, по 120 гривен. Такая красотка крупная. Видите, появляется уже все сезонно. И вот еще крупнее, чуть поменьше, по 100 гривен. Помидорки, микадо, домашние. Извините, а почем помидоры? По 80 гривен помидоры. Ага, спасибо. А вот покрупнее по 90 есть. А огурчики? Огурцы поднялись. Ну да, огурцы уже по 120 гривен. Куриные шейки 54,90, сердечки 114, печенка 110 гривен, куриный фаршик 150 гривен за килограмм, ножки куриные, кстати, очень вкусно запекать, 105 гривен, крылышки 100 гривен. Так. Индейка голень 124,90, филе 290 гривен. Смотрите, облепиха 500 гривен за килограмм. Посмотрите, какая крупная голубика, 1200 гривен за килограмм. Не знаю, что это такое. 250 гривен килограмм. Орехи по 400 гривен за килограмм. На привозе есть и экзотика. Вот смотрите, есть манго. 350 гривен штука, но это какой-то отборный, очень красивый. И посмотрите, есть айва. Первое место, в котором увидела айву, 100 гривен за килограмм и 200 гривен за килограмм, но это больше похоже на импортную. Смотрите, калина. Все чаще и чаще можно встретить наша українська калина. Дуже смачна, но, к сожалению, нету продавца и не знаю ее цену. Такие сувениры из Одессы, чтобы приехали и сразу на привозе и скупились. Носки. Вот сейчас очень актуальны такие носки. И будете знать, что они как раз из Одессы. А вот Одесса мама. Классная подушка. Для мужчин то, что надо. Тапочки такие 700 гривен. Украинские. Вот такие сапожки по 600 гривен. Сейчас так холодно в квартирах. И вот это все натуральное. Очень тепло в них будет ходить дома. Я решила купить вот такие яблочки, черный принц, вот набрала себе где-то килограммчик. Они очень сладкие и видно, что домашние, потому что пахнут вообще просто. Так, сейчас покажу вам, что купила. Купила сливы по 45 гривен, купила ноябрьскую берру по 65 гривен. Говорили, очень вкусная, сладкая, домашняя, как раз то, что надо. Все поболели
Ира с мамой заболели. Вот. Поэтому как раз витамины то, что нужно. Ну и черный принц я вам уже показывала. Тоже килограмм. Больше не донесу. У меня всего 6 килограмм, а больше мне поднимать нельзя. Ну что, вот так сегодня живет Привоз. Вот так сегодня живет Одесса. Маленький базар мы все-таки с вами сделали. Поэтому можно ехать дальше по делам. Всем хорошего дня, хорошего настроения. И до встречи в следующем видео из Одессы. Пока-пока.